Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 24 января, вторник. Ну, я так полагаю, просмотрев утренние сводки новостей с информпространства Украины, что вы весьма устали от коррупционных новостей. Но ничего не поделаешь. Это второй фронт, как мы с вами давно уже это обсуждаем. Эти фронты взаимосвязаны. Без внешнего первого фронта, вернее, фронта на полях сражений в Украине, невозможно победить второй фронт и наоборот. Победа на втором фронте или, по крайней мере, удержание до победы позиций добра на втором коррупционном, антикоррупционном фронте просто необходимы для победы над врагом на горячем фронте войны. Но ничего, мы прорвемся, мы победим на обоих фронтах. Просто нужно сейчас набраться выдержки, и все будет хорошо. Но, понимая вашу усталость, я хотел бы сегодня в этом выпуске сконцентрироваться на фронте внешнем и на взаимоотношении Украины с ее союзниками в главном военном плане. Ну, а также поговорим о том, как это повлияет на текущее и предстоящее сражение на фронтах Украины. Итак, как я вам рассказывал, последние дни на Белый дом усиливалось давление со всех буквально сторон с тем, чтобы президент Байден одобрил поставку абрамсов в Украину. И, по-моему, как говорил Остап Бендер, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Причем не просто тронулся, а там, по-моему, решение уже принято. Во всяком случае, об этом сообщает Wall Street Journal. И не просто решение. Было принято пакетное дипломатическое соглашение между Вашингтоном и Берлином. Я вам рассказывал, что после телефонного разговора, который состоялся 17 января между президентом Байденом и канцлером Шольцем, в конце прошлой недели к Шольцу прибыли очень уважаемые люди с очень убедительным посланием. И вот они поработали продуктивно, и сегодня, судя по всему, по первым соглашениям, я уж боюсь, я хочу дождаться все-таки до официальной декларации, заявления Шольца, но уж не вижу ему пути назад. Буквально с минуты назад поступило сообщение, что вроде ведомство федерального канцлера приняло решение о поставке леопардов. Итак, что произошло? Ну, наконец-то Шольц вышел напрямую к решению по леопардам. До этого, вы помните, он петлял как заяц. Сначала речь шла о том, что пусть любая натовская страна, кроме Германии, объявит о поставках своих танков, а потом мы присоединимся, говорил Шольц. Потом звучала такая тема, когда британцы сказали, мы поставляем, потом пошла тема, что, мол, пусть американцы поставят свои абрамсы. Вот наши леопарды пойдут в пакете с абрамсами. Причем они знали, немцы знают все проблемы с этими абрамсами, почему их нет смысла туда поставлять в больших количествах, но тем не менее. Ну и потом, во время уже Рамштайна, оказалось, новый министр обороны Германии Писториус прокололся, заявив, что поставка леопардов никак не связана с поставкой абрамсов. То есть это был просто предлог сначала. Ну, деваться было некуда. То есть немцев загнали в угол, прежде всего Шольца, загнали в угол, из которого пути нет. И вот зазвучали здравомыслящие голоса из ведомства канцлера Шольца. Позиция теперь Германии такая. Германия всей душой за поставку леопардов. Хочет, чтобы они там оказались, я имею в виду в Украине, как можно быстрее. Но дело в том, что Германия – страна без ядерного оружия. Это намекает на то, что она может подвергнуться нападению России в ответ на поставки леопардов. Поэтому Германия не хотела, боялась, что она в конце концов окажется единственным государством, которое поставляет в большом количестве тяжелые танки Украине. И таким образом может вызвать
поставить под ядерную угрозу безопасность собственной страны. Поэтому, значит, Германия очень хочет быть членом коалиции по поставке танков. Ну и вот теперь принято решение о том, что эта коалиция есть. Ну, туда, вы знаете, уже вошла Польша, которая пригрозила поставить свои леопарды так или иначе, независимо от решения Германии. К ней присоединилась уже Финляндия. Ну и вот сейчас ожидается буквально со дня на день, на этой неделе, объявление о поставке Абрамсов. Абрамсы будут поставлены по сообщению Wall Street Journal в существенном количестве. Что это означает, я не знаю, но этого должно быть достаточно для поставки в реально существенных количествах, в больших количествах германских танков, ну и, естественно, разрешение Германии другим странам, у которых есть леопарды, поставить их. Таким образом, должно набраться, ну, по моим так прикидкам, их должно быть сотни. Помимо того, что где-то 140 Т-72, которые были модернизированы в Восточной Европе по натовским стандартам, и там появилось новое автоматическое заряжающее устройство, вроде бы, судя по сообщениям СМИ, а также модифицированная, модернизированная система связи и оптика. Таким образом, этих танков должно оказаться, ну, несколько сотен. Я не знаю, какое количество поставят Абрамсов, но это будет и когда они будут. Но Абрамсы, надо понимать, это чисто символический жест, поскольку с американской стороны, поскольку всем специалистам понятно, что Абрамсы – это долгоиграющая пластинка, их быстро не поставишь, они сложнее в обслуживании, реально сложнее. То есть за Абрамсами должен следовать целый конвой бензозаправщиков, потому что их невозможно заправлять из канистров, в отличие от леопардов. Там должны быть специальные заправщики, должны быть специальные машины, которые эвакуируют, они должны проходить регулярный техосмотр и регламентные работы. Их использование в Ираке показали, что без вот этого всего Абрамсы превращаются в проблему. То есть, вот так вот можно сравнить Абрамс и Леопард примерно как Ламборгини, какая-нибудь Тойотка или Хондочка. То есть на тех и на других можно ездить, но заодно, естественно, понимаете, совсем другие условия нужны. То есть Абрамсы прекрасные в будущем, то есть их уже поставляют в Европу, в частности, в Польшу везут уже в больших количествах. Но для их использования практического необходимо создать огромную систему логистики. Вот их создадут в Восточной Европе, и тогда уже можно будет поставлять и Украине. А тем временем леопарды, ну и слава богу. Значит, ну понятно, что это не свершится, то есть полная поставка, обучение необходимой экипажей, то есть для этого нужно время. Американцы рассчитывали, вот когда речь шла о пакете Рамштайна, что все это должно быть поставлено где-то до конца, скажем так, до конца марта. Плюс еще должна быть очень сильная подготовка, серьезная подготовка экипажей, потому что, ну, я вам рассказывал, что там вот этот танк, тяжелый боевой танк, он идет вместе с теми БМП и БТРами, которые уже анонсированы в Рамштайне. Как говорят американские генералы, эта поставка, вот номенклатура того, что идет в пакете последнем в Рамштайне, это продуманный, так сказать, пакет, который отражает концепцию, сложившуюся в рамках НАТО еще в 70-е годы во время Холодной войны, противостояния с Советским Союзом. И вот каждая единица, которая сейчас поставлена будет в пакете Рамштайна, плюс танк,
Это неотъемлемы друг от друга, то есть эти все элементы, они неотъемлемы друг от друга. Они должны идти вместе в одном пакете. И весь пакет это называется, то есть они были созданы, вот такая номенклатура вооружений была создана в концепции, называется она Assault Breaker, то есть это группа для остановки нападения. И потом она сама переходит в контрнаступление, взламывает оборонное сооружение противника, включая бетонные, и отбрасывает его, наносит ему поражение. Вот эта группа, в центре которой тяжелый танк, а потом идут все эти Брэдли, Страйкеры, АМХ-10RC, это все не случайные элементы. Вот они все идут в одной комбинации. И по свидетельству американских генералов, они могут уничтожить, нанести поражение любому российскому танку. Но для этого нужно умелые, естественно, действия со стороны экипажей. То есть плюс еще подготовка экипажей. Сумеют ли они? Американцы спешат, реально спешат. Они понимают, что нужно начинать наступление ВСУ как можно скорее, поэтому за ними задержка не будет. Такие же призывы слышны со стороны украинских властей, как можно скорее. Но надо сказать, что американцы предупредили, вернее не предупредили, а посоветовали украинской власти, вернее руководству ВСУ, скажем так, не начинать наступление весеннее до тех пор, пока все оборудование, предусмотренное последним пакетом, анонсированным в Рамштайне, плюс тяжелые танки, пока все это не поступит в Украину и не будут готовы соответствующие экипажи или команды управления. Ну вот из этого и надо исходить, нужно исходить, прикидывая начало возможных активных действий на полях сражений в Украине. Заместитель вице-канцлера Роберт Хабек, представитель «Зеленых», а именно его министерство отвечает за выполнение решения о поставках леопардов. Значит, он торжественно пообещал, что проследит, чтобы это было сделано как можно быстро. Вот такая, господа, ситуация. Поэтому, значит, вот эти последние развития событий, они как-то так разбивают вдребезги надежды российской стороны на то, что поставки затянутся. И вообще были такие подозрения, но это пропагандисты, наверное, российские или тролли, высказывали сомнения, что немцы специально затягивают решение по леопардам подольше, чтобы, значит, не было украинского наступления весной, и чтобы, наоборот, ослабить ВСУ перед возможным наступлением Российской Федерации. Я думаю, что этого не случится. То есть это всегда будет как всегда. То есть в последнюю минуту, но это будет сделано все-таки вовремя. Вот что сказал чиновник по этому поводу, высокопоставленный из ведомства германского канцлера. Мы абсолютно точно хотим иметь немецкие танки в Украине, но они должны быть частью широкой коалиции. Ну вот все. Решение об этой коалиции принято, и она начнет работать, уже практически приступит буквально на днях к своей работе. В этой связи Wall Street Journal высказывает мнение Валерия Герасимова, который сказал вот недавно, что Россия в этой войне столкнулась со всем коллективным Западом, и что в ее современной истории России не было таких интенсивных боевых действий. Но тут контрвопрос возникает: а какого черта высший руководитель этой страны втянул ее вот в эту историю таких интенсивных боевых действий? По этому поводу один из ведущих аналитиков Rand Corporation, которая в Пентагоне в течение длительного времени занималась именно
сначала Советским Союзом, потом Россией, один из лучших экспертов, говорит, что Валерий Герасимов, там шли дебаты по поводу того, он действительно хороший военачальник, вот кто из них лучше, кто хуже, Герасимов или Суровикин. Так вот, значит, мнения большинства после долгих споров сошлись на следующем, что Герасимов, он не командующий боевыми войсками в боевых действиях. То есть, как командующий армией, скажем так, или дивизией, он не очень. Он, скорее всего, теоретик и мыслитель военный. Хотя, с другой стороны, хотел бы разбить иллюзии некоторых, которые где-то начитались истории о том, что вот есть такая доктрина Герасимова, гибридной войны, что это все придумал Герасимов. Оказывается, ничего подобного. Никакой истории, никакой гибридной войны он не придумал, и доктрины Герасимова нет. Ну, в принципе, нет. Под его именем публиковались несколько статей, которые были написаны совсем другими людьми. Ну, как это часто бывает в авторитарном бюрократическом государстве, где я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак, где он как-то так присвоил себе чужую славу, ну, это все было незаслуженно. Интересные, да, интересные новости обороны, как-то это совпало с объявлением по танкам или с решением по танкам. Есть такой фонд защиты демократии, Центр военной и политической мощи Фонда защиты демократии, такая фабрика мысли, которая провела исследование, показавшее, что поставки западного, натовского, американского вооружения Украине должно вызвать бум военно-промышленного комплекса, прежде всего США, ну и в какой-то степени других стран НАТО. Они посчитали, что до сих пор Соединенные Штаты выделили только на военную помощь $26,7 миллиарда. Так вот, по их расчетам, в результате того, что предстоит сделать военно-промышленному комплексу США, прибыли, которые будут получены в результате, составят не менее 21,7 миллиарда. Ну, то есть это бум для военно-промышленного комплекса. Почему это происходит? Потому что в США, в других странах НАТО из арсеналов соответствующих военных ведомств было изъято и передано оружие, ну, как они сейчас считают, на 26,7 миллиардов, но теперь это все нужно пополнить. В том числе для того, чтобы оттуда потом опять можно было брать и опять передавать Украине. И вот на это выделяются деньги, расширяются производственные мощности, нанимаются рабочие. Американцам нужно пополнить не только свои запасы, но нужно и пополнить запасы стран НАТО, в том числе Восточной Европы, которые передали оружие. Что происходит? Значит, в результате что происходит? Во-первых, усиливается боевая мощь стран НАТО, поскольку на смену устаревшего, хотя и модернизированного российского оружия, типа танка Т-72 и установки, которая называется ВМ какая-то там, в общем, 21, что ли, да, советского производства, будут поставлены МЛРС и будут поставлены Абрамсы. В принципе, это уже началось. Ну и в других видах вооружений то же самое. Будет расширено производство. Это новые рабочие места. Соответствующие предприятия ВПК Соединенных Штатов получили контракты минимум на 5 лет. То есть это долгосрочная работа, это устойчивый, так сказать, вклад в развитие экономики. Увеличиваются вклады, вернее, капиталовложения, инвестиции в научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы. Таким образом, разрабатываются новые виды вооружения. Это толчок для разработки новых видов, более совершенных видов вооружений. Короче говоря, это гонка вооружений, это бум ВПК США,
в странах Западной Европы, ну, в частности, Германия, это однозначно. В какой-то степени во Франции очень сильные вооруженные силы и очень современные. В какой-то степени в Великобритании тот же самый процесс. Ну и вот Россия попала как раз в ту пасть, в ту западню, в которую в свое время попал Советский Союз и из которого он не выбрался. Путин столько времени клялся, представители Кремля, что они этого не сделают, но теперь они попали в эту в гонку вооружений. Теперь им нужно что-то делать по этому поводу, а для этого у них не будет ни сил, ни средств, о чем я дальше расскажу, как об этом свидетельствует развитие событий в Китае. Ну и все. Вот оно и все. Но мне иногда пишут мои зрители: вот вы говорите, там все пропал, загнал, Путин крах и так далее, а он еще. Ну, вы же понимаете, речь-то мы ведем о большой все-таки стране, которая чуть ли не 1/6 часть суши занимает. Все-таки там экономика какая-никакая, но она большая. Плюс закрома Родины, разные фонды, там загашники, эти все фонды национальных благосостояний и так далее формировались в течение многих лет в условиях высоких цен на нефть, газ. Тем более терпение российского народа исторически, оно же чуть ли не бесконечно. Поэтому крушение империи вообще происходит очень долго по историческим меркам. Это только вот Советская империя рухнула достаточно быстро. С 17-го года она существовала там по 91-й, то есть по историческим меркам совсем ничего. А с российской, наверное, решение вопроса будет гораздо быстрее. То есть нужно время. Мы имеем дело с исторической ситуацией, крупным историческим моментом, а даже просто в жизни. Помните Булгакова, «Мастер и Маргарита», Аннушка разлила масло, и все-таки какое-то время прошло, прежде чем поехал трамвай и случилось то, что случилось. Поэтому Аннушка уже пролила, так сказать, в геополитическом, в историческом смысле. Пролила уже масло, теперь ждем, как наш кремлевский Берлиоз на нем поскользнется. В принципе, он уже поскользнулся, опять-таки по историческим меркам, он уже падает под колеса. Что вам еще хотел рассказать? Сенсация. В Соединенных Штатах сенсация. Арестован, находится за решеткой, но по-прежнему проводится следствие. И скоро он предстанет перед судом. Один из самых высокопоставленных руководителей Федерального бюро расследования. То есть были случаи, когда раньше в отношении высокопоставленных, ну, самый высокий уровень, если я помню, был на уровне заместитель директора ФБР. Против них возбуждали уголовные дела, это во время безумия администрации Трампа. Но потом они закрывались, но чтобы вот так вот человек вышел из самолета, прилетел из-за границы, вышел из самолета, его под белые ручки и за решетку. Итак, Чарльз МакГонигал, или как его называли, Чарли. Человек очень примечательный. Я почему вам рассказываю? Потому что это связано и с Россией, и каким-то образом с Украиной. Причем так, может быть, очень серьезно связано. Так вот, он в свое время был начальником Нью-Йоркского офиса ФБР. Но это как вот, если на Украине, если в Москве, то это типа начальник московского управления, или московского, скорее всего, потому что управление ФСБ. В Соединенных Штатах это самый крупный офис, который ведет, они считают, что они номер один, потому что, ну, может быть, они в каком-то смысле правы, потому что вот если взять самый удачный из известных уловов ФБР с момента развала Советского Союза, это вербовка резидента
СВР в Соединенных Штатах Третьякова. Ну, вернее, там не столько вербовка, он сам пришел, но, тем не менее, это был крупнейший успех в работе американцев против советских спецслужб. Так вот, это сделал Нью-Йоркский офис. Он участвовал в массе других важных дел. На чем он погорел? Он погорел, его сгубила жадность. И, я бы сказал, не то что крысятничество, но вот мелочевка какая-то. Он ушел в отставку и после этого решил подзаработать. Раньше, вот до наступления нового этапа холодной войны, который я отсчитываю, ну, так по большому счету, с февраля этого года. Многие американские сотрудники спецслужб, высокопоставленные, и генералы, они, уходя на пенсию, находили себе теплые местечки, где можно очень много заработать, больше, чем зарабатывали раньше на своих официальных должностях. И нанимались в иностранные государства, особенно любили Саудовскую Аравию и вообще там Ближний Восток. На иностранных мутных, но очень богатых людей. И вот Маганикал, так, судьба его свела с Дерипаской. У него был контакт, бывший советский дипломат и российский дипломат, который с тех пор стал гражданином Соединенных Штатов Америки. Тот был связан с Дерипаской, он свел Маганикала с этим же самым Дерипаской. То есть, по большому счету, его посадили за работу с целью снять санкции против Дерипаски. При этом он не сделал ничего противозаконного. То есть за сам факт, что он взялся и предпринимал усилия с тем, чтобы снять санкции с Дерипаски, вот это было является одно из главных преступлений, которые ему вменяют. Вот в этой связи я говорю, что, может быть, какие-то параллели. То есть я, когда прочитал это, я сразу подумал о Арахамии. Дерипаска – это так рангом ниже зло, идущее из России, чем Абрамович, которому Арахамия пытался, значит, снять с санкций. И по этому поводу писал там челобитные и так далее. То есть то, что сделал Маганикал и в связи с Дерипаской, сделал, и это официально известно из британских газет, Арахамия в отношении Абрамовича. Но это вот достаточно было, чтобы посадить человека такого ранга, а это где-то так генерал, назовем его ФБР, беспрецедентный случай. Поэтому я бы на месте Арахамии начал готовить на всякий случай сушить сухари, потому что если американцы так поступают со своим самым святым, повторяю, такого никогда еще в истории Соединенных Штатов не было, то кто знает, вот придет момент, когда поставит вопрос, а кто там еще пытается кого-то снять из наших врагов с санкций, которые мы объявили. Но Дерипаска был, значит, как он погорел-то? Наняли его, дали ему деньги. Дерипаска платил в общей сложности где-то 200 до 1000 долларов в месяц для того, чтобы его сняли с санкций. Ну, скажу вам сразу, что когда Маганикал под это дело подписывался, у него шансов, конечно, было около нуля только для того, чтобы реально выполнить этот заказ, но деньги он взял. Дальше нужно выполнять. А для этого нужно кого-то нанять, кто может там узнать, кто такой Дерипаска, что происходит там и так далее. Начал он искать помощников себе, начал получать информацию от них, какую мог. Но они давали информацию, а потом сказали, время – деньги. Где деньги, Зин? И он скресятничал. То есть он мог откупиться, там, дать одному 1000 долларов, 2000, 3, 5000 долларов.
Но вот его вот жаба заела, и он не захотел. И это была его роковая ошибка, потому что некоторые из этих помощников начали бузить. Это бузение дошло до ушей офиса ФБР, они начали расследование, и там такое вскрылось, что не дай бог. Оказывается, еще во время его руководства в нью-йоркском офисе он однажды принял, не однажды, это была такая текущая длящаяся операция во времени, он принял $225 тысяч от, как говорят, бывшего албанского разведчика. Этот разведчик работал в области бизнес-секьюрити после того, как вышел в отставку. И ему надо было оказать влияние на какое-то дело здесь, в Соединенных Штатах. Какое дело не раскрывается. Короче, надо было кому-то, его нанимателю, нужно было кого-то здесь утопить. То ли посадить, то ли разрушить бизнес и так далее. Для этого, значит, албанец нанял МакГоникала, заплатил ему деньги, и тот открыл уголовное дело, довел его до суда, и там должен выступать был этот бывший сотрудник албанских спецслужб для того, чтобы дать нужные его клиенту показания. Короче говоря, речь шла о открытии за деньги заказного уголовного дела. Бу! Вот это, когда значит, об этом стало известно, это было, конечно, шок. Шок для всех правоохранительных органов Соединенных Штатов, в том числе, прежде всего, для ФБР. Второе, что он учудил. В 90-е годы ЦРУ заметила тревожное развитие ситуации в Китае. Там у них была целая группа разведчиков, вернее, не разведчиков, это были агенты, завербованные ЦРУ в Китае, которые передавали информацию. И вдруг они начали исчезать, один за другим. И не в единичном количестве, то есть такое существенное количество этих агентов, ну, практически вся агентурная сеть и так достаточно быстро, один за другой, как домино. Нечто подобное происходило в начале 90-х, после развала Советского Союза, когда из Москвы сдали Олдриджа Эймса. То есть его тогда раскрыли. Его взяли тогда и раскрыли. Это свершилось, по-моему, где-то в 94-м, 95-м году. А до этого он работал. И в ЦРУ заметили, да, сдал он всю абсолютно агентуру, завербованную ЦРУ, в течение десятилетий, даже больше, в Советском Союзе. Он их сдал, и взяли, ну, чуть ли не одномоментно, в течение месяца. Там даже не чикались, не пытались как-то это дело замаскировать, чтобы прикрыть свой источник, то есть Эймса. Взяли и расстреляли. Один из них, кстати, был Адольф Толкачев, о котором мне кто-то из зрителей здесь писал. Это один из ценнейших агентов за всю историю ЦРУ. То есть он раскрыл секреты авиапрома Советского Союза на десятилетия вперед, прежде всего в области истребителей. Так вот, значит, как потом оказалось, после раскрытия агентов, то есть раскрытия Эймса в качестве шпиона КГБ, те, которые его расследовали, они искали где угодно, но им сразу не пришла мысль. Вернее, она пришла, но они как-то вяло ее разработали о том, что когда вот одномоментно такое количество агентов у вас проваливается, значит, источник утечки в той конторе, в том отделе, который ими занимается. Ну вот, значит, такая же ситуация возникла в Китае, и МакГоникала назначили главой группы, который разрабатывал эту версию. Ну, откровенно говоря, я не слышал, чтобы это завершилось успехом, то есть установлением действительно какого-то там конкретного источника, который бы все это завалил. А затем
еще одна уникальная операция была, когда по просьбе, опять-таки, это уже другого бывшего советского дипломата, а потом российского дипломата, он устроил его дочь, которая здесь училась, в качестве интерна, то есть практикантки, в Нью-Йоркский управление полиции города Нью-Йорка, NYPD, как его американцы называют сокращенно, причем в отдел терроризма и контрразведки. Ну, то есть, вот если есть там в нью-йоркской полиции что-то такое самое сокровенное, вот он туда ее засунул. Причем по его рекомендации с ней обращались как VIP человеком. Все для нее было открыто. Он показывал ей файлы ФБР какие-то, но я думаю, надеюсь, не самые секретные, но тем не менее, он не имел права ей показывать. Ну и в полиции тоже открыли соответствующие файлы, касающиеся там терроризма и так далее. То есть для российских спецслужб, я так понимаю, это было бонанза просто. Это просто было бонанза. Это вот нечто подобное, опять-таки, пересечение с Украиной. Что сделал Буданов, когда ввел Киреева, который, судя по всему, был сотрудником все-таки российских спецслужб, сделал его офицером ГУР и ввел его туда, в ГУР, открыв перед ним все самые секретные вещи, то есть полностью всю самую сокровенную информацию, которая только имелась в ГУР. Ну вот его, значит, в конце концов взяли, Магония Николаевича. Сейчас ему светит за все это 20 лет. Сейчас ему где-то 55-59, где-то около этого. Короче говоря, судя по всему, ему придется конец своей жизни провести за решеткой. Это будет самый высокопоставленный сотрудник или руководитель ФБР, попавший в такую ситуацию за все время существования этой организации. Поэтому, значит, господа, нужно иметь в виду, что оказание помощи частным образом, вот таким, тем лицам, против которых объявлены санкции Соединенных Штатов Америки, это чревато. И если американцы вот так вот решили поступать со своими, причем не самыми последними людьми, да, то что они могут и должны сделать с остальными, там, допустим, иностранными гражданами, которые совершают такие-то вещи? Ну, тут можно исходить из того, что в аналогичных ситуациях американцы будут поступать таким же самым образом. Ну и вот какой вывод? Какой вывод я лично для себя сделал? Это вот показания Америки. Знаете, когда вот сейчас, когда разгорается коррупционный скандал в Украине, там голоса многие, в основном троллей, которые работают вот на хозяев, которые им за это платят по мелочам, но платят. И вот они кричат: сейчас война идет, решается судьба, нельзя об этом говорить, иначе, значит, страна пострадает. Надо сидеть и молчать. Ну, то есть старая песня: не раскачивайте лодку, нашу крысу или нашего вора тошнит. Надо молчать. Нет, вот американцы показывают, что нету табу. Нужно бороться самым решительным образом. Искоренять это, где бы это ни было. ФБР святое в этом плане, организация, которая должна бороться с коррупцией, она должна бороться со шпионажем, это контрразведывательная операция. Но если в ее рядах находятся вот такие люди, это все решение принимается. Самое радикальное расследование велось, ну, примерно года 1,5-2, наверное. И, как видите, узнали все. Но им предстоит узнать гораздо больше, потому что тут еще есть. Тут, понимаете, за ним тянется такой след. Его, вернее так, буквально за несколько недель, то есть в октябре месяце, выборы президентские 2016 года, как всегда, значит, в ноябре,
А в октябре Федеральное бюро расследования заявило, тогда было много шума, уже были намётки, что Россия вмешивается в эти выборы на стороне Трампа. Ну и куда деваться, задали вопрос ФБР. Вмешивается или не вмешивается? И вот тогдашний директор ФБР Коми, который назначил МакГоникал на эту должность, начальника в Нью-Йорк, он заявил, что по данным ФБР, Российская Федерация не вмешивалась в выборы на стороне Трампа. Потом это заявление было опровергнуто 17 агентствами разведсообщества США, расследованием Мюллера, в заявлениях самой же организации ФБР. Но тогда, в октябре месяце, это как бомба, ну и все. И вот считается, что это могло и убить шансы, то есть помогло в значительной степени Трампу стать президентом. Сказали, что он святой человек, ему никто не помогает. А Хиллари, наоборот, на него клевещет. Он стал президентом. Так вот, исследование, или вернее, в ответ на этот вопрос сформулировал МакГоникал. Его ведомство, Нью-Йоркский офис, ему поручил директор ФБР ответить на этот вопрос. И оттуда, из Нью-Йоркского офиса, под руководством МакГоникала, было сказано, последовал ответ: Трамп святой. То есть теперь вот во время дальнейших там допросов придется выяснить один из вопросов. Он был связан с российскими спецслужбами, в том числе во время, значит, работы над вот этим вопросом, был или не был. И вот сейчас у американцев это самый острый вопрос. Там бог с ним, с китайцами там и так далее. Бог с ним, с Дерипаской, по большому счету. Вот вопрос. Работал ли он на Российскую Федерацию в октябре 2016 года, когда он заставил ФБР сказать, что тогда не было вмешательства. Повторяю, после этого, когда началось расследование уже Трампа, когда он уже стал президентом, все 17 агентств Соединенных Штатов Америки сказали, что есть непровержимое указание на то, что Россия вмешивалась в эти выборы на стороне Трампа. Ну и, наконец, Китай. Китай, Соединенные Штаты. Значит, какая ситуация сейчас сложилась? Я вам кратко скажу. Китай протянул пальмовую ветвь Соединенным Штатам Америки. Американцы пришли к выводу, что Америка Китаю сейчас нужнее, чем Китай Америке. В этой связи, желая, безусловно, улучшения отношений с Китаем и рассматривая готовность, что Америка может сделать и как это сделать, пойти там, может быть, на нормализацию отношений и в каких масштабах, спецслужбы Соединенных Штатов Америки получили информацию, которая указывает на то, что Китай не совсем чистосердечен и откровенен, когда говорит, что он нейтрален и он не помогает России в военном плане, в войне Путина против Украины. Я вам рассказывал, значит, что китайцы в последнее время заявляют, что они не помогают в военном плане и так далее. Значит, что есть у американцев на настоящий момент? Есть, я вам в основном, значит, базируясь, что я говорю сейчас, скажу, в основном на статье в Блумберге. Есть какой-то набор информации, который вызывает подозрение о том, что Китай тайно все-таки оказывает военную помощь России. Правда, это не в больших количествах, это не летальная помощь, не летальное оружие. Весь масштаб этой помощи еще непонятен, но что-то где-то как-то вот есть такой след оставил, что помощь оказывает, идет по линии государственных предприятий. И самый острый вопрос для американцев сейчас, над чем они работают. То есть сейчас американцы находятся в мысленном процессе анализа получаемой информации. Так вот, один из самых острых вопросов: начали ли китайцы это делать в самом начале российской агрессии? Если да,
то это свидетельствует о том, что Китай накануне агрессии, когда Путин прилетал в Пекин, Китай узнал точно, что Путин нападет, они договорились, и Китай обещал и поставил помощь с самого начала. Китай в последнее время, я вам рассказывал, это категорически отрицал, да, сейчас они говорят, что мы ничего не знали, нас ввели в заблуждение. Так вот, вопрос-то, лжет или не лжет Пекин? Это главный вопрос сейчас для американцев. Ну и второй, значит, определить рамки этой, что там, какая помощь реально идет. Затем определить, это все связано с тем, что мы понимаем под предприятиями, которые находятся под государственным контролем. Поскольку там у них есть у китайцев предприятия ВПК, которые полностью под государственным контролем. И их директора, скажем так, они как министры такой уровень занимают в китайской иерархии кадров. То есть государственные служащие, 100%. Значит, понятно, что государство, это все идет по линии государства. Но есть предприятия, которые косвенно контролируются государством. Тут уже другая ситуация. И вот американцы роют сейчас для того, чтобы ответить на все эти вопросы. Цель. Прежде всего, они хотят окончательно сформулировать свою позицию. И если окажется худшее предположение, что Китай обманывал и обманывает в отношении масштаба своей помощи России, то американцы собираются это использовать в качестве жесткого давления на Китай. Исходя из понимания, что Америка Китаю сейчас нужнее, чем Китай Америке. Китайским руководителям уже американцы сообщили о своих предварительных подозрениях. Недавно Джанет Йеллен встречалась со своим, значит, китайским визави, где так осторожно затронула этот вопрос. В феврале месяце с визитом в Пекин впервые с начала этой эпидемии ковида в Китай приедет Тони Блинкен, госсекретарь США, который будет иметь встречу с новым министром иностранных дел Китая Цинганом. Ну и вот в это время должны произойти важные события. Цель, как я понимаю, американцев, вне зависимости от того, какой ответ, в конце концов, они сами для себя найдут на основании анализа полученной информации. Договориться с Китаем таким образом, чтобы, теперь, если Китай обманывал раньше, показать, что вы обманули, давай, ребята, это последний раз. Иначе. А иначе. Китайская экономика сейчас в очень плохом состоянии. Острейший демографический кризис, а это не шутка, это сильнейший удар по экономике. Я вам одно скажу. Вот в 80-е годы считалось, то есть Япония была как Китай сейчас, считалось, что еще чуть-чуть, несколько лет, и Япония станет первой экономикой мира, превзойдя Соединенные Штаты Америки. Этого не произошло. Не произошло в основном по главной причине. Японию поразил демографический кризис, примерно такой, который сейчас поразил Китай. Поэтому в этой ситуации Китай может никогда уже не стать, по аналогии, первой экономикой мира. С ним может произойти то же самое сейчас, что с Японией в 80-е годы. Поэтому вопрос очень острый стоит. Значит, и американцы хотят использовать вот эту ситуацию, которая сложилась. То есть они разыгрывают еще одну комбинацию, чтобы уж наверняка изолировать Путина от Китая, чтобы вот через ту завесу или тот занавес, который должен быть воздвигнут между Пекином и Москвой, уже ничего не просачивалось, не проникало, которое бы могло быть использовано Путиным для агрессии против Украины. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить этот выпуск. Хочу вам сказать, наверное, многие из моих зрителей, которые пишут, не оставляйте вопрос борьбы с коррупцией. Не оставляю, потому что вот то, что те зрители, которые меня регулярно слушают, помнят,
Вот я предупреждал еще весной я предупреждал, что может быть, если не остановить коррупцию. Могут быть самые тяжелые последствия. И вот сейчас это все вы видите. Вот это все происходит. Еще я вам говорил неоднократно, что клептократ – это как наркоман. Его необходимо держать под контролем. Он должен находиться под публичным контролем. И молчать даже в условиях военного времени никоим образом нельзя, потому что клептократ рано или поздно он все равно проваливается. И чем позднее, тем больше ущерб для страны от его провала. Их надо останавливать на начальном этапе. Короче говоря, да, еще одна мысль, которую я вам говорил, о том, что всем понятно, есть коррупция. Ну, вон вам, пожалуйста, МакГонигал. Тут не совсем коррупция, но где-то близко к этому. Важно не то, что нету, наверное, ни одной страны, где не было коррупции. Важно показать, что с ней ведется борьба. Поэтому, видимо, в одном из последних выпусков я с вами поделюсь своими мнениями о том, что сейчас происходит. А это наконец-то этот фурункул взорвался, да? И этот гной мерзкий выплеснулся на международную арену. Скажу кратко, вот как это вот на настоящий момент. Если бы адвокат Резников защищал сейчас Министерство обороны в Украине, в американском, британском, любом европейском суде, он бы с треском его проиграл. Уже, вот как это сейчас, в настоящий день. Потому что вот все, что было сделано Министерством обороны, им лично за время с понедельника, вернее, субботы прошлой недели, это все был какой-то кошмар. То есть я не могу представить, как профессионал, юрист и адвокат, коим является Резников, мог все это натворить. У меня только одно объяснение, что там такое, что, ну, кошмар просто. И такая паника, что приходится вести себя как слон в посудной лавке. Но это все, чем дальше это длится, тем будет хуже. Поэтому надо поступать как американцы. Попался МакГонигал. Там-то, понимаете, вот первоначальный сигнал, который на него поступил, он был настолько тихий, незаметный, что можно было бы поставить на этом все и сказать: да, ребята, давайте не будем. Там не было убийственных фактов, никто не собирался с этим делом идти в средства массовой информации, можно бы это дело положить было под сукно и все, ничего бы не было. Он продолжал бы сейчас работать, зарабатывать свои деньги, все было бы тихо. И никто бы, и ФБР не было бы скомпрометировано. И тем не менее, вы видите, шок для ФБР, для его сотрудников, но это очищение, без которого не может работать нормальный организм. Поэтому все будет нормально в Украине. Как говорят мои украинские зрители, все буде Украина. Поэтому слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разгромлен, победа будет за нами. Мордор, как ранее Карфаген, будет разрушен. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, терпения, веры, что мы победим. До новых скорых встреч.